Режим войны – это иной, но настолько настоящий взгляд на игру, насколько это возможно. Далеко не все игроки предпочитают сражаться и быть подвергнутым сражениями с другими игроками, и в противовес им есть те, кто только и присутствует в игре, чтобы с кем-либо схлестнуться в поединке. Мое мнение, PvP – это 80% деятельности на реальном брикете в World of Warcraft. Это и PvP поля боя, и мировое PvP, и арены, а также дуэли. Но при чем здесь режим войны? Нужен ли он триалам и чем отличается от обычного PvP режима? Что ж, ответим на этот вопрос сегодня. Режим войны – это система мирового PvP, которая вступила в игру в припатче к битве за Азерот. Она включает в себя новый механизм начисления очков чести и новые таланты. Режим войны можно включить только в главной столице своей фракции, а отключить в любой зоне отдыха в открытом мире. Бои в этом режиме не ограничены игровыми мирами и действующими на них правилами, будь вы хоть с PvE, хоть с RP сервера. Открывается режим войны, как и таланты, лишь на 20 уровне. Преимущества. Вармод дает некоторые преимущества типа доступ к PvP талантам в открытом мире, независимо от типа целей, с которыми вы сражаетесь. Плюс 10 к опыту при прокачке, плюс 10 к золоту за выполнение локальных заданий на максимальном уровне, возможность зарабатывать очки завоеваний и получать награды за недельный кап этих очков, а также возможность выполнять PvP достижения. Но подождите, PvP талант это может и преимущество, но только если вы выбрали адаптацию и непреклонность. Но большинство игроков предпочитают медальон гладиатора, и дело в том, что это тот же почетный медальон в PvP режиме. Вы скажете, что перезарядка таланта на минуту меньше, и будете правы, но лишь на бумаге. В любой дуэли, в любой стычке с игроком противоположной фракции в открытом мире, в традиционном PvP режиме, почетный медальон вмиг становится медальоном гладиатора. А значит, никакого преимущества в PvP талантах по сути нет. Опыт при прокачке нам не нужен, как собственно и сама прокачка. Ведь мы триалы, игроки 20-го пока что уровня. Мы не имеем доступа к локальным заданиям и к возможности заработать очки завоеваний и получать награды за них. Выходит, PvP достижения, очки чести при убийстве игроков, доступ к гильдии дуэлянтов в Баралусе и Зулдазаре, а также прокачка уровня чести – вот то, что нам может быть интересно в режиме войны. А как же охотники за головами? Убив 10 противников и оставшись в живых, вы получаете ранг Ордынский убийца или убийца Альянса, а также бонус плюс 15% к исходящему урону и исцелению. Получали бы, только не в нашем случае. 20 уровнями получить данный баф невозможно. Да, были организованы 2 рейда Орды и Альянса, всего 30 игроков, что согласились быть убитыми, и ссылка от Линдемана в последний момент, так и были полезны, чтобы это точно выяснить. Приобретена ли у вас битва за Азерот или нет, на 20 уровне ни на темных берегах, ни в локациях этого дополнения триалы не смогут стать ордынским убийцей или убийцей Альянса. Но нам доступны гильдии дуэлянтов и все их достижения, в том числе звание соперник и гербовая накидка гильдии дуэлянтов. Чтобы начать дуэли, что пойдут в зачет к достижениям, поговорите со стражниками, что стоят неподалеку. Обязательно в режиме войны. Только не забудьте забрать накидку с почты, когда у вас будет возможность оплатить подписку в течение 30 дней. Либо же она исчезнет, и восстанавливать ее придется уже с гейммастером, все с той же активной подпиской. Находятся эти гильдии в Баралусе и в Мугамбале, что в Зулдазаре. Если у вас на момент выхода этого видео нет купленной битвы за Азерот, то на канале Эйчи, например, есть видео, как можно попасть в эти 2 локации. Оставлю ссылку в описании и в подсказке. Если вам интересно услышать мои советы по этому поводу, то на моей спонсорской страничке Boosty я опубликую такое видео. Дальше. Мировое PvP. Режим войны – это хорошая возможность найти игроков противоположной фракции в открытом мире. Включив его, любой игрок должен понимать, что на него имеют право напасть. Триалам на заметку. Раз есть возможность атаковать игроков в открытом мире, где выполняют задания, помните, что в мире работает скалирование. А значит, во всех локациях классики можно напороться не только на противников вашего уровня, но и на высокоуровневых оппонентов. Мой совет. Лучшие охотники за головами – это разбойники и друиды. Если обиженные ранее жертвы вашей охоты решат поквитаться с вами своим хай-левел персонажем, прячьтесь и перебегайте в другую локацию. А таким ранимым игрокам и персонажам высокого уровня также мое обращение. Если видите малышей 20 уровня, не превращайтесь в подлых ганкеров, разрушающих атмосферу военного ремесла в открытом мире. К сожалению, вам триалы не способны оказать сопротивление. И вернемся к вопросу о PvP режиме.
Warmod не дает триалам никаких преимуществ и просто иных развлечений, что недоступны режиму PvP. Режим войны работает хорошо только для мирового столкновения игроков. А потому я предлагаю и даже призываю: собираемся в Златоземье и на заставе Дранашар у врат Аргримара, не в режиме войны. Ведь когда есть игроки, что желают проводить дуэли не на максимальном уровне, да еще и не хотят быть убитыми случайными АОЕ атаками высокоуровневых противников, не стоит разбредаться по разным фазам этой местности. К тому же, прокачивающиеся игроки частенько пробегают рядом в надежде потренироваться с союзниками в бою. Резюмируя, режим войны – это отличная возможность быстрее развить своего персонажа, проявить себя в бою и получить дополнительные награды. Но только не для триалов. PvP-режим гораздо лучше справится с задачей путешественников и исследователей, что могут выбирать, когда именно начать атаку на игроков вражеской фракции, у которых также включен PvP-режим. А еще это наша территория. Территория игроков невысокого уровня. Игроков, что собраны в одном месте в виде фазирования, защищенных от внезапного вмешательства вражеских ганкеров и устраивающих совместные дуэли, пока ожидают очереди на свои поля сражений. Крайняя благодарность в создании видео моим спонсорам Waterlie, SoftAndroid, Mami S и Mr. Black. Постоянные опросы, мои арты, ранний доступ к видео и прочее только на этом сервисе спонсорских подписок. Если у вас есть желание помочь развитию проекта, приглашаю вас оценить другую сторону моего творчества. Ссылка будет в описании, вы могли этого не заметить.